Друзья, привет! Я становлюсь все замедленнее, все пьянее, все расслабленнее, потому что вот уже скоро будет месяц, как я путешествую по Испании. С каждым новым городом мне почему-то все меньше хочется работать, а все больше хочется чего-то праздновать. Это вот так Испания, я думаю, действует не только на меня, но и на всех нормальных людей. Я сижу в очередном городе, сижу рядом с портом. Около меня стоят красивейшие белые круизные лайнеры. А тут непоодаль находится огромный парк с пальмами. А в этом южном, солнечном, теплом городе родились Антонио Бандерас и Пабло Пикассо. Короче, я в городе Малаге. История Малаги современная начинается с 8 века до нашей эры. И здесь были и финикийцы, и Карфаген, и Римская империя. Если мы поднимем голову наверх и посмотрим вон ту угловую квартиру со столбами, это квартира Антонио Бандераса. Квадратный метр жилья стоит в среднем 1300 евро. Давай скажу, что здесь дешевле. Давай. Одежда. Я тут забрела в магазин очень прикольных очков. Стоят они в пределах 50-60 евро. Где-то 1200 евро на все у нас выходит. На двоих? На троих. Да. Мандарины здесь продаются по евро 30, я видела. Какой смысл их покупать, когда я могу так... Ой! Государственная медицина бесплатная. Она очень качественная, очень хорошая. Если ты способен ходить, скажем так, ты не болен. Если вы будете в Малаге, первое, что надо попробовать, это эспетес де сардина. Штука неплохая, но сказать, что такое вау. Здесь очень хороший климат, здесь больше 320 солнечных дней в году. Здесь все время ощущение такое, ладно, решим. Все будет хорошо. Я видела поющие фонтаны, но ни разу в жизни я не видела поющую Рождественскую улицу. На улицах Малаги вдоль дорог стоят мандариновые деревья. Ребят, я не понимаю смысла. Мандарины здесь продаются по евро 30, я видела. Какой смысл их покупать, когда я могу так... Ой, сейчас сорву. Опа, я могу их сорвать и тут же съесть. Я помню, пробовала в турецком Мерсине мандарины, они были кислые. Ой. И эти тоже, ребят. Лучше по евро 30 покупайте. Фу. И все же не каждый город в Испании может похвастаться мандаринами на деревьях в декабре. Впрочем, зимой здесь комфортно не только теплолюбивым растениям, но и людям. Этот портовый город в испанской Андалусии славится частыми бризами с моря, которые смягчают летнюю жару. А горы, окружающие город, защищают его от холодных вторжений с севера. Это делает Малагу одним из самых комфортных городов для проживания в Европе. Проводился обзор, не помню название ассоциации, лучший город для жизни экспатов. Малага заняла первое место, да, больше 112 тысяч человек было опрошено. И в этом году Малага вошла в тройку лучших городов для жизни именно на пенсии после 60 лет. Геннадий сегодня водит экскурсии по Малаге и всей Андалусии. В Испанию он переехал из подмосковного Королева около 8 лет назад. Приехали мы сюда по туристической визе, потому что у нас не было другого варианта, и мы остались здесь нелегалами. О том, каково это быть нелегалом в Испании, Геннадий расскажет чуть позже. А пока я решила воспользоваться случаем и попросила его провести мини-экскурсию по старинной Малаге. Потому что история Малаги современная начинается с 8 века до нашей эры. И здесь были и финикийцы, и Карфаген, и Римская империя. И в период с 711 по 1487 год здесь были арабы. Ну а 19 августа 1487 года католические короли, это Изабелла и Фердинанд, отвоевали Малагу после 6-месячной осады. И с тех пор Малага принадлежит к испанской короне.
На самом деле в Малаге от арабского правления то, что наиболее осталось, это вот как раз Аль-Касаба, крепость, к которой мы с вами приближаемся. Она начала строиться еще во времена Абдель-Рахмана I, который провозгласил себя эмиром Кордобы. С самого расцвета эта крепость достигла, и вот то, что мы сейчас видим, это уже во времена Гранадского эмирата, династии Назари. И крепость эта помимо оборонительного, так сказать, действия, была еще резиденцией эмира, когда он приезжал сюда из Гранады. Но мы с вами подходим к развалинам Римского театра. Римский театр был построен в 1 веке до нашей эры, во времена Октавиана Августа. И Римский театр использовался по прямому своему назначению до конца 4-го, начала 5 века, пока здесь римляне находились. Так вот, когда арабы сюда пришли, они начали расстраивать крепость Аль-Касабу и использовали Римский театр как материал для строительства своей крепости. Еще одна интересная такая вот вещь, которую хочется рассказать, раз уж мы с вами здесь находимся. Это относится тоже к периоду нахождения здесь Римской империи. Вот там внизу, не знаю, насколько будет хорошо или плохо видно, есть такие вот выдолбленные такие. Да. Похоже на какие-то бассейны. Это во времена Римской империи были емкости для засаливания рыбы, и в том числе для производства соуса гарум. Соус гарум экспортировался Римской империей во все уголки, которые были к тому времени известны, потому что был очень популярен. Мы с вами находимся около одного очень интересного здания с очень интересной историей. Это здание Адуаны. Это здание таможни, которое строилось в период с 1785 года с перерывом на пришествие сюда Наполеона 810-812 годов. И достроено оно было в 1829 году. Но интересен тот факт, что до 1884 года прямо под окнами этого здания было море. В конце 1884 года на побережье, вот Малагском и не только, но практически на всем побережье Коста-дель-Соль, случилось очень сильное землетрясение. Было очень много разрушений, жертв, и король Альфонсо XII, который тогда был королем, он приехал сюда с инспекцией, и, в общем-то, одним из городов, который он посетил, была Малага. Так вот, чтобы укрепить берег, море немножко отступило после этого события, было решено разбить рядом парк. И вот парк, в котором мы снимали первую часть интервью, вот, это парк Малаги, так называемый. И вот его разбили здесь и вот в период с 1895 по 1920 год. Сейчас в этом здании находится музей Малаги. Очень красивая экспозиция, разноплановая, представлены быт, культура, археологические раскопки. На время прервем историческую прогулку и вернемся к нашему разговору о жизни нелегалов в Испании. В Испании существует такой закон, как оседлость так называемая. И вот через 3 года по этому закону, если вы ассимилировались, если вы учили испанский язык, если вы там какие-то курсы посещали, это можно сделать даже без документов. И если вы нашли работу на полный рабочий день, это 40 часов в неделю, то вы подаете документы и вам дают первую резиденцию на первый год. Закон изменился с прошлого года, сейчас достаточно прожить 2 года. И уже контракт не такой жесткий, который вы должны найти. Это раньше было 40 часов обязательных там, на год. Сейчас, насколько я знаю, могу ошибаться, потому что там он был принят, потом какие-то вносились изменения. Сейчас это 2 года и контракт, по-моему, на 20 часов. Значит, проблема еще в чем?
Сейчас в связи с тем, что такая вот Малага стала таким популярным городом, снять жилье практически невозможно, не имея резиденции и контракта на работу, причем контракта, который постоянный. Проблема окупа стояла и стоит очень остро. Поэтому проблема остаться нелегалом сейчас, по прошествии вот этого времени, она стала гораздо более серьезной. Вот у нас такие звуки. А я не знаю, что это. Это как мужчина. называется? Смотрите, мужчина на чем-то зелененьком. Сейчас надо это записать. Какая-то губная гармошка. Какая-то губная гармошка, и он зазывает. Я так понимаю, что он зазывает, что ли? Не знаю. Моя тезка и коллега-журналист Юлия 2 года назад переехала в Фуэнхиролу, город неподалеку от Малаги. Почему именно это место? Ну, с самого примитивного начнем, и с самого простого. У меня подруга живет там. Ну, это, кстати, все Это выбирают. очень поэтому, в важно. принципе, Но да. после этого я поняла, насколько я не ошиблась. И что хорошо, что она там живет. Во-первых, здесь нет второго языка. Вы знаете же все, ну, ты знаешь, что в Испании есть да. несколько государственных языков? Ну, не все знают, на самом деле, да. Многие не знают, многие попадают так. Они едут в Барселону и такие, ого, а тут еще каталанский, оказывается, То есть надо они учить. в школе, дети учат школе, и да. испанский, Да. классический, назовем его, и каталанский. Да, да. Потом здесь климат, конечно, здесь я сейчас начинаю понимать, что здесь теплее зимой. Летом, наверное, где? чем на других побережьях восточных. Особенно ночные температуры, Да. ведь влияют ночные температуры. То, как дома будет, влияет от того, какие ночные температуры. Вот сейчас здесь я прям наблюдаю, каждый день смотрю, интересно, сколько ночью. И еще ни разу не опустилась температура ниже плюс... Ну вот было, может, как-то плюс 10, это был самый низкий, а так в основном плюс 12, плюс 13. Это ночная. Дети идут, ведут группу Да, ребят, детей. Да, смотрите, что-то здесь тут. будет всегда громко, имейте в виду, потому Детей. что то дети, то взрослые. Детей ведут, видимо, на экскурсию. Здесь, кстати Да. говоря, тоже раз по теме. Здесь постоянно в школах куда-то их водят. Такое ощущение, что они там не учатся. У них постоянно то экскурсии, то в театр, то в музей, то в кино ведут. У меня просто дочка, вот это постоянно, да, здесь. Ну, это классно, на самом деле. А скажи мне, траты на жизнь в Питере, траты на жизнь, ну, в Малаге будем говорить, сейчас просто не все знают Фуэнхиролу. По продуктам. Я не считаю каждый отдельный продукт, сколько стоит. Я считаю продуктовую корзину свою, грубо говоря, да, что мне на неделю надо. И там, и тут. Честно говоря, примерно то же самое. Электричество у меня получается месяц где-то 50-60 евро. По воде, скажем, я такой не принимаю ванны, не лью воду так, что включила, стою под душем. Ну и не супер экономлю, не так, чтобы вот прямо совсем там до фанатизма. Вот. У меня получается 30 евро за воду. Сотовая связь и интернет. У меня пакет мобильная связь и домашний интернет. 35 евро. Давай скажу, что здесь дешевле. Давай. Одежда. Одежда, а особенно детская. Что мне очень понравилось, что здесь детская одежда всегда дешевле, чем взрослая. Где-то 1200 евро на все у нас уходит. На двоих? На троих. Вы должны иметь достаточное количество денег для того, чтобы здесь жить. И если у вас нет собственного жилья, вы не продумывали так досконально, что вы будете жить именно здесь, чтобы купить сразу какую-то недвижимость, то сумма эта должна быть достаточно приличной, потому что Малага с каждым месяцем становится все более и более популярным городом для жизни. И, например, когда мы покупали квартиру, сейчас эта квартира, то есть она была куплена в сентябре 2016 года, сейчас прошло 7 лет, да, практически, стало быть, эта квартира стоит в 2 с лишним раза дороже. А сейчас, вот по последним данным, квадратный метр жилья стоит в среднем 1300 евро. Алло, привет. Слушай, ну я минут закончить, ты хочешь приезжать на центр Франкфурта? Маны-маны. А, ты идешь? Слушай, ну я буду около кафедрали. Через 15-20 или попросим. Мы сейчас пойдем с вами, зайдем в одну из... Это не сама церковь, это одно из братств, где хранятся их троносы. Троносы — это как раз те основы, куда ставится фигура Девы Марии или Христа, которые носят на Страстную неделю. То есть это начинается с
Доминго де Рамос, ну, по-русски это вербное воскресенье, продолжается целую неделю. В Малаге больше 30 церквей, и каждая церковь имеет 2 трона. На одном стоит Дева Мария, на другом Христос, либо с крестом, либо снятый, либо распятый, либо сцены из там Тайной вечери и прочее, прочее. Вот так вот есть специальный путь, по которому проходят все эти процессии. Троны могут достигать веса до 5 тонн. Самый большой трон весит почти 5 тонн. Каждое братство имеет свое облачение, и вот люди, которые идут, вот видите, есть даже вот такие, есть люди, которые идут босиком, есть люди, которые несут этот трон с завязанными глазами, то есть покаяние такое. Это вот что за палки? Туда вставляются свечи. Свечи, когда процессии могут длиться 10-12 часов. И когда это ночные процессии, самая поздняя процессия заканчивается 2 часа ночи. Это очень красиво, это потрясающее зрелище. И по ходу процессии ставятся стулья, собираются трибуны. Люди покупают абонементы или билеты, приходят, садятся и смотрят эти процессии. Ну вот мы с вами как раз видим вот этот трон, на который ставится фигура Девы Марии. И вон там балдахин, палантин, который сверху. Это все украшается цветами, это все украшается живыми цветами. Вот эти палки, которые мы с вами видим, они выдвижные. Люди на плечах несут, да. Есть, да, это специальные люди, они прихожане этого храма, они проходят специальные тренировки, особенно в узких маленьких улицах, когда этот трон нужно повернуть. Есть главный человек, который командует процессией, впереди вешается колокол, у него есть молоток, которым он бьет по этому колоколу, по сигналу они поднимают. Они проходят с этим троном там 30-50 метров и ставят его и отдыхают. Поэтому эти процессии такие длинные. Ребят, я не могу, посмотрите на эту красоту. Тут такие открыточные виды. Вот мы идем сейчас к кафедральному собору. Собор наш второй по величине готический собор в Андалусии после Севильского кафедрального собора. Строился он очень долго, строился он с 1528 по 1882 год. Поменялось несколько стилей. Да, да, поменялось несколько архитекторов, естественно, поменялось несколько стилей. Первым архитектором был архитектор Диего Силоя, который в тот момент был главным архитектором Малаги и Гранады. Поэтому они немножко похожи, кафедральные соборы, Малагский и Гранадский. У обоих недостроены вторые башни. Вот, ну, как и все практически, не только соборы, но и церкви, это все строилось на месте мечетей арабских. Ну, мы понимаем, что арабы здесь пробыли почти 8 веков, и поэтому как бы испанцы использовали, поэтому не только вот в нашем соборе, но и вообще нету классического трансепта кафедрального собора, креста. Как я уже говорил, наш собор носит название Ла Манкита, однорукая дама, потому что вторая башня не была достроена. Значит, есть две версии, почему она не была достроена. Одна официальная, вторая, которая нравится мне. Вот. Деньги были выделены по смете на строительство 2 башен. Но так как время строительства кафедрального собора совпало с экспансией после открытия Колумбом Америк, и бурно Малага развивалась, и здесь строились корабли и снаряжались экспедиции, и 3 города, Кадис, Севилья и Малага, были основными пунктами отправления товаров в Америку. Так вот, якобы деньги пошли на, так сказать, финансирование этой части. Но мне нравится больше другая версия. Пойдемте, я вам ее расскажу. Напротив нашего кафедрального собора есть епископский дворец. Ой, какой он роскошный и нарядный. Который строился в период с 1500 по 1573 год. Но во времена правления Карла V был такой здесь архиепископ Маунрике.
который сделал две очень страшных вещи. Первое, которое он попросил Карла V разрешить построить кафедральный собор внутри мескиты, они вскрыли крышу, врезали вот этот нефть, чем он испортил это уникальное сооружение. Ну а второе, то, что я вот говорю, дворец изначально был двухэтажный и в глубину гораздо меньше. И архиепископ Маунлики приказал надстроить еще один этаж, расширить его внутрь и сделать входную группу в виде вот этого как алтаря. О, там такая. И у меня группа. вот, да, терзают смутные сомнения, что денежки-то они вот здесь. Распилили. Да. Значит, материалы практически все были местные, мрамор, в том числе розовый из Сьерра-Невады. Башня, которая построена, имеет высоту, да, 84 Второй метра, нет. вторая вот недостроенная. Ага. Вот, ну и в медальонах над входом святые Павла и Кириак, это покровители Малаги, которые были казнены в 1933 году за веру в Христа. Вот. Ну, мы подходим с вами к еще одному интересному зданию. Это здание Малагского кинотеатра, одного из старых кинотеатров. Здесь проводятся показы фильмов Малагского кинофестиваля. Фильм, который побеждает на Малагском кинофестивале, затем представляет Испанию на международных конкурсах, там, на Бернинале и прочих. Вот. Ну, Антонио Бандерас из Малаги, да? Да. Мы как раз с вами сейчас к этому перейдем. Если мы поднимем голову наверх и посмотрим вон ту угловую квартиру со столбами, это квартира Антонио Бандераса. А, это вот как пентхаус, Да, что ли? да. Ну, у него не одна квартира, у него здесь еще есть дом недалеко. Он родился недалеко от Малаги. Он очень много делает для города. И они восстановили театр Сохо, музыкальный театр. Он там продюсирует, ставит мюзиклы. И у него есть в Малаге школа для одаренных детей, где их обучают различным видам искусства. Другую группу привели. Ребят, пока мы говорили, пока у нас была пауза небольшая, меняла батарейку, по-моему, собрался весь детский сад рядом с нашим Школа кафе. еще. Нет, это школа. Это школа, да. Это школа младший класс. Сегодня, видимо, культурный день, вчера, кстати, такого не видела. Поэтому, ну ладно, я уже даже Всех не куда-то знаю, повели на экскурсию Вы в должны центре. понимать, мы в Испании, поэтому здесь всегда будут такие веселые праздничные шумы вокруг. Да. Здесь не принято людям делать замечания, если они шумят ночью. Потому что здесь такой подход. Сегодня они шумят, а вдруг завтра у меня праздник. Скажи, ты пользовалась медицинской помощью в Испании? У меня по моему виду на жительство страховка частная. Бесплатно я пока не пользовалась, хотя она у меня тоже есть. Здесь в Андалусии, как минимум, я не буду говорить за всю Испанию, потому что все-таки здесь очень сильно все отличается от автономии к автономии. Вот. Но в Андалусии бесплатная медицина полагается всем, причем даже нелегалам. Государственная медицина бесплатная, она очень качественная, очень хорошая, и на нее имеют право все, кто имеет прописку больше 3 месяцев. На экстренную медицинскую помощь имеет право любой человек на бесплатную. Это как экстренная скорая помощь, называется ургенсиас. То есть любой человек, находящийся здесь, что-то с ним случилось, он может приехать, обратиться, и ему окажут эту помощь, включая хирургическую, если это необходимо для спасения жизни. Здесь есть нехватка врачей в Испании. У меня подруга ждала приема гастроэнтеролога полгода. У меня знакомая родила ребенка здесь, а нам это так странно, потому что обычно, у нас рожаешь, тебе сразу, там, не знаю, чуть ли не через неделю уже делают УЗИ. У меня знакомая родила ребенка, ее на УЗИ записали только тоже через полгода, то есть даже не проверяют вот после родов сразу же. Да, есть проблема, особенно сейчас эта проблема усугубилась после ковида, потому что очень много людей ушло из медицины, и много людей, которые работали медиками, зародившись ковидом, умерли. И на самом деле, когда 15 марта 2020 года нас посадили на карантин, это было ужасно. Это были, знаете, как сводки боевых потерь. Когда включал телевизор, там в Мадриде за день 1000 человек,
800. Не было даже где хранить тела. В Мадриде есть ледовая арена. Вот на эту арену ставили гробы, и пока вот люди, чтобы их могли с ними проститься, проводить их как бы в последний путь. Так вот, медицина на самом деле после этого вот стала более буксовать. Можно ждать консультации специалиста достаточно долго. Но если случай какой-то экстренный, у меня вот в этом году в июне месяце произошло отслоение сетчатки глаза. Я поехал в госпиталь, у меня тут же взяли анализы, через 4 дня меня прооперировали. Если ты способен ходить, скажем так, ты не болен. То есть надо приползти туда. Есть такой подход. Если ребенок, скажем, когда его осматривают, когда вот у меня ребенок, она ударилась, там было подозрение на травму, ее ногу трогали, и она просто сжала зубы и не закричала, а, видимо, надо было закричать или заплакать, то значит, с ней все в порядке. Значит, ей не больно, а не то, что она у меня просто сдержанная очень. Вот, то есть подход есть такой. Тут люди ходят на работу с температурой, это норм. Здесь не берут больничные, здесь уже и с ковидом ходят. Ну, уже когда вот пандемию отменили именно по миру, даже раньше чуть-чуть здесь стали ходить с ковидом на работу. Вот Bodega El Pimpi, одна из самых известных бодег, она не имеет... Бодега – это винный погреб, по идее, да. Вот, ну, это самое популярное туристическое место, наиболее раскрученное. В том числе часть принадлежит Бандерасу. Ага, Вот, ребят, мы сейчас с вами пройдем. Пимпи, обратите внимание, да. Мы сейчас с вами пройдем через нее насквозь, она открыта. И обратите внимание, там интерьер андалузских двориков, и в том числе бочки с вином, на которых подписи стоят известных людей Испании. О, как здорово. Ребята, как здесь атмосфера. И также здесь представлены так называемые картели. Картели – это ферия Малаги. Ферия Малаги проводится в августе, приурочена к взятию испанцами Малаги 19 августа 1487 года. И каждый год выпускается новый картель. И здесь представлены картели различных лет. Красота. Это какое-то старинное здание или Нет, здание стилизованное? стилизованное, здание не старинное. На самом деле, раньше на этом месте был иудейский квартал, который был разрушен на всех иудеев. Одним из первых указов Изабеллы после отвоевания Гранады, после того, как территория Испании целиком вернулась под испанскую корону, так вот, 31 марта 1492 года она подписала указ об изгнании всех иудеев. Им было дано 3 месяца для того, чтобы закончить свои дела и покинуть территорию Испании. Как я все время говорю, надо было тогда недвижку и покупать. Это да. То есть насквозь можно пройти через бар? Очень много, да, нескольких отдельных зальчиков, где можно арендовать для какой-то своей фиесты, для какого-то своего праздника. Вот. И вот это внутреннее патио, это типичное кордовское патио, ну вообще андалузское такое вот. Много-много зелени. И еще один очень красивый зал, через который мы с вами пройдем и выйдем на улицу. Зал посвящен Кориде? кориде, да. Ну да, он. И сохранился, ну как, они сделали стилизацию потолка под стиль мудехара, под арабский. То есть там было 2 вида потолков, либо деревянные вот такие балки, либо это была роспись по штукатурке с фразами из Корана. А чё так настроение поднялось? Прошла через бар и вроде не выпила, а поднялось. После прогулки по винному бару как-то мне захотелось расслабиться и побаловать себя любимую. Я тут забрела в магазин очень прикольных очков. Стоят они в пределах 50-60 евро. Это испанские бренды. Один из них называется Калоха. Он из Барселоны, и другой мистер Сохо. Он из Мадрида. И сейчас я вам покажу эти прикольные классные очки.
итоге, ребят, я не удержалась, я выбрала 2 очков. Вот такие оранжевые. А вторые, дочка сказала, что я похожа на муху, но мне кажется, я в них очень оригинальная. Если вы будете в Малаге, первое, что надо попробовать, это эспетес де сардина. Это жареные на палочке сардины на открытом огне. В прошлом году это стало культурным наследием ЮНЕСКО в нематериальной части. Жареные такие сардиночки. Ну, сардины как сардины. Вы знаете, я хочу сказать, что главное достоинство рыбных блюд – это свежесть рыбы. Вот рыба свежая. И если ее правильно пожарить и правильно посыпать специями, и даже, кстати, чем меньше специй, тем лучше, тем рыба вкуснее. Нет, штука неплохая, но сказать, что такое вау, но попробовать надо. Вот какие-то веселые девушки очень громко кричат и что-то празднуют. Ой. Сегодня, это, между прочим, пятница день. Вышла вся эта большая компания. Как их много, они что-то праздновали, красиво все одеты, посмотрите. А это уже вторая партия пошла. У меня ощущение, что они заняли весь ресторан. Слушайте, сколько в них радости, а? Отношение ко всему другое я заметила на себе. Вот даже какая-нибудь ну, не знаю, вот что-то, у всех же бывают трудности, у всех бывает настроение какое-то не такое. Вот. Но здесь так это легко воспринимается. Здесь все время ощущение такое: ладно, решим, все будет хорошо. Они говорят, что человек рождается для того, чтобы быть счастливым, а не для того, чтобы бороться и что-то преодолевать. А тем временем в Малаге наступил вечер. Чтобы полюбоваться красивым закатом, я вновь отправилась на набережную. А когда солнце совсем зашло, Малага погрузилась в Рождество. Кафедральный собор на несколько минут стал экраном для светового шоу. Затем рождественскую эстафету подхватила главная пешеходная улица Малаги. Я видела поющие фонтаны, но ни разу в жизни я не видела поющую рождественскую улицу. Друзья, ну что сказать вам про Малагу? По мне, это самый живой, праздничный, драйвовый город. Такого Рождества я не отмечала нигде. В общем, я с такой радостью прощаюсь с Малагой и отправляюсь дальше по побережью Коста-дель-Соль смотреть на другие курортные города. Поэтому, если вам интересно, не забывайте, подписывайтесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. И оставайтесь со мной. Мне с вами интересно. Надеюсь, и вам со мной тоже. Пока-пока, ваша Юля.